Ну что, друзья, мы снова вернулись в усадьбу Липки-Алексеевская. Это дача Сталина, он жил здесь когда-то 2 года. В прошлом видео мы смогли ее всю посмотреть. Ссылка, кстати, вот сейчас выползет наверху. Гляньте этот выпуск, он очень интересный. И тогда мы смогли найти его секретный тайный бункер. Но, к сожалению, в тот момент он был затоплен, и мы спустились всего лишь на 2 яруса вниз и уперлись в воду. В комментариях вы просили очень много, чтобы мы откачали его. Просили, сделали, но не мы. Группа энтузиастов нас опередила. В данный момент этот бункер откачан, там нет воды. И у нас, и у вас теперь есть уникальная возможность прикоснуться к истории и увидеть этот бункер своими глазами. О нем ходит очень много легенд, вплоть до того, что там даже есть выход в метро 2. Так ли это на самом деле, мы сейчас проверим. С вами Кот, Леха, это новый выпуск. Присаживайтесь поудобней, погнали! Такая дача. Зимой она, конечно, выглядит по-другому. В прошлый раз мы здесь были, когда здесь было много зелени, было лето. Ладно, теперь нам надо проникнуть внутрь. Я думаю, мы зайдем через котельную и по техническому ходу спустимся вниз, потому что главный вход в бункер, сейчас на нем висит замок. Все закрыто, но мы знаем, как, ничего не ломая, пройти внутрь. А? Провалы начались, о, да. Слушай, ну если тут уже вода стоит, то по идее он затоплен. Весь. Но это не точно. Надо сапоги ставить. Проваливаться. Да? Дальше мы точно начнем проваливаться. Ну, я сейчас переобуюсь. Да уж, будет сейчас обидно, если он затопленная информация была дезинформацией. Лед хрустит под ногами. Народ, конечно, такие невероятные ощущения, когда ты понимаешь, что ты ходишь по подвалам дачи Сталина. Это просто нечто. Так, ну этот ходок, видимо, ведет куда-то под лестницу, и здесь тупик. Все-таки в этом подвале есть проход. По крайней мере, пока этот проход идет внутрь усадьбы самой. Пока что мы попали в банный комплекс. Он там. Вот, кстати, технические люки, которыми можно попасть в технический канал. Вот, смотри, вы видите. Вот. И вот, по идее, вот это идет в бункер. Но раз уж мы внутри, давай тогда пройдем, да, до нормального входа. Что, детский сад был? Здесь была онкологическая больница имени Блохина. Он до сих пор, кстати, эта территория вся с усадьбой принадлежит онкологическому дому. Я не знаю, как это министерство. В общем, им. Как тут влажно. Вот, собственно говоря, люк, который ведет в тайный бункер Сталина. Предлагаю его сейчас открыть и спуститься вниз. Пойдемте. Ну, теперь мы четко видим, что воды уже нет. Там внизу, точнее, она есть. Что-то сырое, но ее мало. Да, давай. Отлично.
На, держи. Прям совсем. Ну что, друзья, вот мы вернулись в этот бункер. На этот раз, я надеюсь, нам удастся пройти ниже. В прошлый раз вот этот уровень уже был затоплен. Даже не видно дальше третьей ступеньки, куда она уходит. Стука вот сейчас просто растворится. То есть в прошлый раз на эти уровни мы уже не попали. Видите, тут все стены желтые. Они все были затоплены. Тут очень сильно пахнет сыростью, но оно и понятно. Он очень много лет был затоплен. Ну и вот, собственно, вход в само бомбоубежище. На самом деле, очень сильно волнительно, потому что в этом месте ходило очень много всяких слухов и легенд, что здесь даже есть выход в метро 2, что здесь просто какие-то тайны хранятся до сих пор. Именно поэтому его затопили. Но сейчас мы проверим, правда это все или нет. Я почти уверен, что это все неправда. Смотрите, какой сводчатый потолок. Арочный, типа такого, кафельной плиткой отделано. Надо смотреть обязательно под ноги, потому что есть вот такие провалы. Когда-то здесь были всякие технические люки. Друзья, это просто невероятно. Сапоги пригодились, да, без сапог мы бы здесь. Я буду идти очень медленно, очень аккуратно. Сильно мощь не поднимай, чтобы голос хотя бы не Коридор делает такой поворот. Я уж не знаю, возможно, это было сделано, чтобы гасить волну взрывную. И здесь мы видим массивную гермодверь с такими вентилями. Естественно, уже порядком заржавевшую. Пахнет очень сильно болотной тиной. И вот мы внутри бункера Сталина. Это невероятно, друзья мои, посмотрите. Который был затоплен очень-очень много лет. Умывальник тех времен. Так, давайте посмотрим, что слева сначала. Так, здесь какие-то коммуникации, судя по всему, располагались. Система жизнеобеспечения, может быть, унитаз. Здесь был туалет. Да, конечно, то, что он был затоплен, придает ему просто невероятного антуража. Только посмотрите на это. Система фильтрации воздуха, причем их очень много. Это говорит нам о том, что это бомбоубежище могло автономно существовать очень долгий промежуток времени. Посмотрите на это, как будто где-то на Титанике. Очень высокие потолки. Он был затоплен чуть ли не несколько десятков лет. Красиво не то слово. Здесь мы попадаем в такой коридор. Еще одна гермодверь. Ну да, он выходит. По нему мы, скорее всего, выйдем к шахте, в которую спускались изначально. Ну да, вот они видны лесенки.
И вот подъем наверх. Здесь когда-то раньше был лифт. Была лифтовая шахта. То есть на несколько этажей еще точно видно, что он уходит вниз. Ладно, пойдемте обратно. Это просто невероятно, друзья мои. Вот с помощью вот этой штуки откачивалась вода отсюда. Вот, кстати, видите, шланг, которым откачивалась отсюда вода. Вода сбрасывалась в пруд, который здесь рядышком. Ну и вот выход. Ну и здесь уже лестница ведет вот такая. Это прям совсем технический ход. Ну, скорее всего, идет в какую-нибудь, ну, не знаю, вряд ли, конечно, вент-шахту. Но, тем не менее, это вот выход. Один из. Ай, блин, провалился. Вот так вот, чуть-чуть задумался, и все. И ушел по колено под воду. Главное никуда не провалиться. Посмотрите, это остатки огромного дизель-генератора. Смотрите, какой маховик огромный. Это помещение вырабатывало электричество для этого бункера. Смотрите, какой коленвал лежит, гигантских просто размеров. Ну и, собственно, сам дизель. Смотрите, а вон туда еще идет лючок. В этой помещении, скорее всего, были баки, то емкость с дизельным топливом, да. Ну, там видно отсюда, что это маленькое помещение совсем. Там, вот здесь вот, наверное, было масло. Вот там тоже. Давайте сюда поднимемся, я вам покажу, что здесь еще есть. Техническое помещение. Его уже разобрали. Кто-то умудрился. Смотрите, какие у него котлы огромные. Электрические щитки тех времен. Так, ладно, да, я предлагаю сейчас еще пройти, посмотреть, что в комнате с краю от входа было. Длинная папка. Ого, смотрите, здесь целая куча кабелей шла. Изоляторы такие висят. Все выкрашено в черный цвет, либо уже просто илом покрыто. Хотя нет, это краска, потому что вот видно там белую стену сверху. Смотрите, кстати, обратите внимание, это гермодверь, но она деревянная. Тогда действительно делали деревянные гермодвери, у нее не было функции защитить от какого-то взрыва.
Но она все равно, тут есть резиночки, она защищала от проникновения. Ну, если, допустим, там выхлопные газы какие-то могли от дизель-генератора утечь или еще что-то. Вот здесь вот был общий туалет. Вот это вот был кабинет самого Сталина. Это действительно был он, потому что у него здесь есть личный рукомойник. Смотрите. Сантехника 50-х годов. Смотрите, какой необычной формы унитаз. Мог ли вождь грозный Сталин подумать, что спустя каких-то там 60 лет простой смертный будет ходить и смотреть на его унитаз? Можно сказать, внутри его тайного бункера. Это, конечно, что-то невероятное. Не то чтобы я прям восхищался данным фаянсовым чудом, но сама по себе ситуация, конечно, комична. Вот одно из этих двух помещений, либо это, был кабинет Сталина. Возможно, одно из них было спальня, а второе было кабинет. Я думаю, что вот здесь вот он работал, когда спускался в бункер. Ну и для его, так скажем, соратников тоже есть помещение, но все уже пусто. Посмотри, как стена. Красота какая. Да. А на потолке ты глянь только. Офигеть. А, вон мраморный коридор главного входа. Так, я куда-то чуть не свалился. Опять же. Я уже проходил. Приходится идти очень аккуратно и ступать. Делать каждый шаг очень осторожно. Так, и вот еще один выход. Вот этот выход, судя по всему, действительно был главным, потому что тот выход, которым пользовался сам Сталин, это он, наверное, ведет именно в само здание усадьбы, и мы его не нашли. Куда именно, откуда он идет. Возможно, его, кстати, просто-напросто задело со временем, когда здесь был, когда эта усадьба принадлежала уже онкологическому центру. Но вот этот мрамор, это прям все тех времен. Обалдеть, какой же он длинный. Это невероятно. Он метров, наверное, 50 длиной. Отделан мрамором, тоже, смотрите, сводчатый потолок. Но вот это уже явно не технические помещения. Здесь ходил сам Сталин. То есть спустя много десятков лет мы идем по коридору, по тому коридору, по которому ходил Сталин. Свой бункер, чтобы там укрываться. Но, правда, жил он здесь всего 2 года на этой усадьбе. И укрываться здесь, кстати, вода закончилась. То есть он имеет уклон вверх. Укрываться в этом бункере ему не приходилось, но он сюда наверняка спускался как минимум, чтобы принять работу. И по этому коридору он ходил 100%. Нет, друзья, я не могу просто передать, какие эмоции я сейчас испытываю. Это невероятно. Побывать в подобном месте, это
У меня нет слов, я не знаю даже, что говорить. Смотрите, мы видим там старую такую дверцу, красивую очень, в конце этого коридора. Да, дверь красивая. Да. Дверь вообще. Такая отделанная. Она металлическая, хотя выглядит снаружи как деревянная. И тут у нас идет лифт. Небольшая лифтовая шахта. Да, она сверху, кстати, заделана. Поэтому мы ее и не нашли. Да, друзья мои, вот лифт. На этом лифте Сталин из основного здания усадьбы, ну как лифта, которого здесь нету, по этой лифтовой шахте он спускался, открывал вот эту дверь лифта, открывал вот эту дверь. Ну, точнее, ему, наверное, их открывали. И вот по этому коридору мраморному он попадал в свой бункер. Реально довольно много ему надо было идти до бункера. Но оно и логично, потому что на самом деле бункер сам по себе он находится в отдалении от усадьбы. И если вдруг будут бомбить усадьбу, бункер он в стороне, он защищен, и подземный ход вот ведет именно в него. Какое ж тут эхо. Вот здесь вот вода попадает. Да, вот так. Сотни таких ручейков. Вот отсюда с ними. Грунтовые воды затапливают этот бункер. Вот именно вот так вот. То есть уже буквально через там, несколько недель, может быть пару месяцев, эта бомбоубежище будет вновь затоплена. Но пока у нас есть вот возможность снять его, показать его вам, прикоснуться к истории. А это действительно по-настоящему прикоснуться к истории. Ну что, друзья, мы посмотрели весь этот бункер. Он невероятно интересный, антуражный. И с точки зрения просто своего вида, и с точки зрения истории, и с точки зрения доступности, что самое главное, потому что этот бункер действительно затоплен. Как видите, никаких выходов в метро 2 отсюда нет. Бункер достаточно небольшой, но очень интересный. Надеюсь, что вам понравилось. Если это так, ставьте большие пальцы вверх. Можете поддержать нас финансово, потому что у нас теперь есть спонсорство на канале. Ну а я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. Пока. С вами был Кот. Прямо из бункера Сталина. Thank you.